Друзья, всем привет! Как и обещал в предыдущих роликах, что я вернусь в Узбекистан, вернусь в столицу Ташкент и обязательно вам ее покажу. Кто не видел ролики про Бухару и Самарканд, переходите, это просто крутейшие города в Узбекистане. Мне понравилось, я безумно рад и счастлив, что их посетил. А здесь в Ташкенте хочу начать осмотр с самой, пожалуй, высокой точки. Это телевизионная башня со смотровой площадкой, с рестораном. Пойдемте посмотрим город сверху. Ташкентская телебашня – это самое высокое здание здесь, в столице, 375 метров. Она была возведена в 1985 году. И смотровая площадка находится на высоте 94 метра. А выше над смотровой площадкой находится ресторан, который крутится по кругу. И ты можешь здесь пообедать, поужинать и насладиться прекрасным видом города. Такие, кстати, телевизионные башни есть не только в Ташкенте. Мне кажется, практически во всех бывших республиках Советского Союза есть такие башни. Я, кстати, уже здесь, в 4-й башне, с таким рестораном. Первая моя – это Останкинская башня. Вторая – это была в Таллине. Третья – это была в Азербайджане, в Баку. И вот 4-я здесь Ташкентская телебашня с крутящимся рестораном. Поднялся я наверх посмотреть рестораны, вам показать. Ну, собственно, они все в разной стилистике, да, в каких бы вот я не был. Здесь очень даже симпатично. Здесь я только попил кофе, а поесть мы сейчас пойдем с вами в самый большой центр плова. Беш-Казан, что в переводе 5 казанов. Но время уже обед, пойдемте посмотрим, осталось ли там что-то для меня. Посмотрите, сколько желающих попробовать и вообще пообедать в этом месте. Практически все столики заняты. Все фоткаются. О, я думаю, что, наверное, для меня уже ничего не останется. А вот, собственно, то место, где готовится плов. Мама дорогая, вы посмотрите, какой огромный казан. Посмотрите, сколько здесь порций, интересно. Здравствуйте. Друзья мои, вы посмотрите, я больше не видел казана, как здесь. Их здесь несколько. Давайте я сейчас спрошу, сколько вмещается в такой казан плова. Слушайте, он очень большой. Здравствуйте. А сколько здесь порций может быть плова? Казан, объем казана 3 тонны. 3 тонны? С ума сойти. Даже... Полный будут? Да. На 10 тысяч. 10 тысяч порций? Человек хватит. Это 10 тысяч человек, ребят. С ума сойти. Для меня плов достанется. Вы посмотрите, здесь еще 2 казана, в которых уже готовится новая партия. И все на углях. Посмотрите, никакого газа нет. Угольные печи. Еще и лепешечки есть. Тоже только из печи. Вы посмотрите. Здравствуйте. Смотрите, как он туда залазит полностью в печь, чтобы уложить лепешку. С ума сойти. У вас, наверное, температура руки уже такая же, как в печи. А вот уже готовые выходят. Здравствуйте. Как эта лепешка называется? Как? Как называется лепешка? Я русский не понял. Как называется лепешка эта? Просто лепешка. Но сейчас я все равно выясню. Так, вот здесь вот видите, как быстро-быстро нарезают мясо. Здравствуйте. Долма. Господи, сколько здесь казанов. С ума сойти. Пожалуй, это самый большой центр плова, который я видел. Ну вот это что? Это какой-то суп же, это не плов. Или это плов, только этот плов, видимо, какой-то другой, разновидность какая-то другая его. Ребят, я такой центр плова вижу первый раз. Пойдемте узнаем, сколько стоит порция плова.
Так, вот здесь цены. Получается, чайхана плов, чайханский. Видимо, можно большую порцию взять и чуть меньше. 32 маленькая, 34 большая. Комплект — это, видимо, какой-то салат еще туда входит. Ну что, пробуем. На этот раз я заказал чайханский плов. Цвет у него такой, потому что масло сначала обжаривается, принимает цвет золотистый, и получается такого цвета рис. И в отличие от других, здесь крупно нарезанные куски мяса, чесночок уже есть. И нет вот этого нута, я его не очень люблю. Давайте пробовать. Вкусно. Сейчас весь съем, я так есть, что хотел после башни. Еще у меня салат из помидоров и чай с лимоном. Приятного аппетита! А я, собственно, приехал посмотреть еще одну достопримечательность Ташкента. Это мечеть, она относительно новая. Смотрите, какой айван нас встречает. Айван — это называется вход в медресе или вот в мечеть, например. Выглядит, конечно, очень красиво. Белый мрамор. И уже стиль мечети немного отличается от других узбекских, в которых я был. Смотрите видео Самарканд, Бухара. Давайте вовнутрь посмотрю, что и как выглядит двор. Видите, я сегодня подготовленный, ребят, потому что я уже на опыте одел штаны, чтобы меня без проблем впустили. Хотя здесь, я так понимаю, вот, пожалуйста, можно одеть бесплатно одежду и пройти, в отличие от других мечетей. Дворик. Два высоких минарета. Здесь слева и справа есть место, где нужно разуться и пройти вовнутрь. Перед входом в мечеть обязательно снимают обувь, а вообще еще нужно помыть ноги. Сейчас молитва идет. Какой купол тоже красивый. Тишина и умиротворение. Класс. А мечеть — это 2013 года постройки. Построили ее по указу первого президента Узбекистана. Здесь прямо у мечети. Видели когда-нибудь такое мохито фреш в бочке? Лимон, шарбати. Это компот, айран. Ой, гранатовый сок прям здесь давят. Здравствуйте. Гранатовый сок есть натуральный. Сколько маленькая 20 бутылочка? тысяч. 20 тысяч стоит. Хочешь попробовать? Не надо попробовать. Ну давайте, если можно. Если можно попробовать, почему нет? Местный, да, это узбекский? Да. Берганский. А чуть-чуть. Да мы на огороде еще на своем. На своем огороде еще растут, да? Да. Ой, какой сладкий. Ребят, рекомендую. Рядом с мечетью вот ребята стоят. Вкусный гранатовый сок. Приходите, покупайте. Чорсу, место знакомое каждому узбекистанцу. Это базар. Каждый, кто живет здесь, в Ташкенте, бывал на этом базаре. А я хочу посетить его закрытую часть и посмотреть, что есть внутри, по каким ценам, что там продается. Пойдемте смотреть скорее. Находится Чорсу под огромным куполом, со стороны напоминающим Екатеринбургский цирк. Посмотрите, какой он большой. Я не знаю, передаст ли сейчас эта камера. Но пойдемте начнем по кругу. Здесь разные колбасные изделия продаются.
Я так понял, что здесь больше такой мясной, что ли, молочно-мясной рынок, потому что я фруктов здесь вообще не вижу. Интересно. Ни орехов, ни фруктов. Обычно же все в орехах, фруктах. А здесь в основном мясо и молочка. Да, ребят, представляете, может быть, фрукты есть за пределами, но в основном здесь такие изделия. Вау, 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 вау. Печень. Здесь можно, кстати, арендовать вот такую тележку. Сколько стоит аренда тележки? Здравствуйте. 30 тысяч суммов. 30 тысяч суммов. И вас человек будет возить прямо в ней, если вам нужно закупить огромное количество мяса. А, там вот второй этаж есть. Сейчас я найду, где подняться на второй этаж. И посмотрим, что там продается. Там вот, по-моему, орехи есть, я вижу. Какое разнообразие. Слушайте. Слюнки потекли. Не знаю, кто как, но я мясо обожаю. Вот, второй этаж. Все, пойдемте быстренько на второй этаж поднимемся. Вот они, где все орехи находятся. А, тут надо по внутреннему идти, по внутренней стороне. Здравствуйте. А я смотрю просто, что у вас есть, что представлено. Какой у вас самый дорогой орех? Дорогой орех нет? Самый дорогой. Шевель орех есть, вот самый лучший. Он шевель орех есть самый лучший. Нет, а самый дорогой какой есть? Самый дорогой вот. Фисташки, наверное, нет? Фисташки. Фисташки самые дорогие. Фисташки. Ага. Фисташки бразильные. 150 говорит. 150 тысяч суммов. А самый дешевый какой орех есть? Миндаль вот. Миндаль самый дешевый? Сколько за килограмм? 80. 80? Реклама. Стрим делал. Нет, это не стрим, это запись. На YouTube. Ой, вот такие мне нравятся. Я не помню, как это называется. Господи, забыл, ребят. Арахис вот в кожуре, как он? Так и называется, наверное, да? А как здесь выглядит сверху, вы посмотрите. Какая красота. Какие-то подарочные упаковки. Здравствуйте. Сколько такая стоит упаковка? 55 тысяч. 400 рублей где-то. Спасибо. О, целые тазики орехов. Господи, столько изюма. Что это у вас за приправа, для чего? Это зирая, уже знаю. Вот это плов набор. А, уже сразу, да, перемешанный весь. Угу. Вот это кром плов, для рыба, для мяса, Можно для прикинуть? шашлик. Как пахнет вкусно. Это зира самаркандский. Это самаркандская, а это чья? Это иранский. Иранская. Паприка, да, вот это красненькая. паприка, горки, селядки, мясной набор вот Дайте это. понюхаю. Мясной. И куркума. И вот президентский чай есть. Чей это? Чай шафран, шафран. Узбекский? Узбекский, Фергана растет. Вкусный, да? Пахнет вкусно. А что готовите сами? Что любите? Какое блюдо ваше любимое? Плов. Плов? Плов. Мой тоже теперь плов. Я уже весь попробовал. Самаркандский пробовал, бухарский пробовал, праздничный пробовал, свадебный пробовал, чайханский пробовал, да. 5 видов плова уже попробовал у вас здесь. Какой плов хороший? Мне все нравятся. Все, да? Да, все вкусные, все по-своему Это хороши. Вот это с шафраном чай, это вообще хороший. Это. Очень вкусно пахнет. Сколько стоит такой килограмм чая? Это такой килограмм, 100 грамм 65. 65 тысяч А 60 сумма. грамм, да. А самый дорогой чай какой? Самый дорогой чай вот это. Что тут за смесь? Красивый чай. Я вижу апельсин, да, что это? Апельсин, тоник, яблоко, перцы. А такой сколько стоит килограмм?
Это 100 грамм 85. 85 тысяч, 100 грамм. 100 грамм. 85 тысяч 100 грамм. А это тоже 100 грамм 60. Мгм. Самый, А самый дешевый какой чай тогда, раз уж мы об этом дешевый чай заговорили? вот это в тесте. Тесте, это зеленый 100 что ли? грамм, да, 100 грамм 5 тысяч. За 4 тысячи отдам. Мгм. Килограмм 40. А вот это вот классический черный, да, чай заварной Да, или это что это? черный. Это турецкий называется. Мгм. Бешказан били, Бешказан. Ой, как вкусно пахнет. Бешказан, Ташкент, плов, центр плов. Вот я только что туда. Чай отдать, маленький чай. Мгм. Это не этот Да, заваривают вот чай? это. Слушайте, вкусный. А вот давайте, сколько вы сказали этот? Это 100 грамм 45. А, 45, это 40 отдам. за 40, так, 40, Вот это 4 я понял. Так, 40 тысяч, это получается На где-то рубль, да? 300 рублей, что ли? 280 рублей будет. Ну, давай мне 100 грамм вот такого чая. За 35. Ладно. Ладно, говорит, возьму 100 грамм чая, потому что, ребят, подписывайтесь, следующая моя поездка будет Азия. В Азии хорошего чая нет, поэтому, ну, в ту Азию, в которую я еду, буду вот с собой чай возьму, буду его там пить. Слушайте, без покупки не уйдешь, все равно что-то придется купить. Ну, правда, мне очень чай нужен будет, я знаю, что там его нет, по крайней мере, хорошего чая. Так, ну и все, я так понимаю, что весь этот круг это все орехи, орехи, орехи. Ну и внизу мясо и молочка. Вот я вам показал, как выглядит рынок Чорсо. И все, выдвигаюсь дальше. Ребят, все овощи, фрукты продаются в основном на улице. Ой, ребят, смотрите, а здесь еще что-то готовят, столики есть, можно попробовать какую-то еду национальную. Я, правда, из плова недавно приехал, плов ел. Курица, рыба, баранина, да? Барана голова. И долма. Да я только что в центре плова, блин, поел. Знал бы, что здесь можно поесть, здесь бы тоже поел. Так, здесь вот шашлычок можно поесть. Это что за мясо, здравствуйте? 15. Кто? 15. Нет, а что за мясо-то это? Говядина? Угу. Ой, какие кусочки, видите, режут маленькие. Блин, вкусное, наверное. Так, а что это такое? Здравствуйте. Что? Попробуйте одно. А что это такое? Это тесто с картошкой. Тесто с картошкой, а оно не вареное, не жареное? Паровое? Мантышница готовит. Все, Мгм. Пахнет вкусно. очень. А там внутри получается картошка? Только картошка. Только картошка. Ничего нету. Мгм. А сколько стоит такой? 6 тысяч. 6 тысяч. Ну давайте мне одну, я попробую. Надо попробовать. Да, я первый раз такое вижу. А это красное, это что? Томат, поджарка с луком. Томатная поджарка с луком. И вот так вот еще сверху лучок. Горячий. Горячая. Да. Пахнет Еще не вкусно. остыло. Сейчас я расплачусь. Попробую. Еще раз покажу. Она сверху наложила лука свежего, нарезанного. Да. Я картошку обожаю, поэтому мне кажется, будет вкусно. Внутри посмотрите, как на соломкой нарезана картошка. Ну, собственно, вкусно. Соли чуть-чуть не хватает, а так съедобно. Я пришел посмотреть одно из старейших медресе здесь, в Ташкенте. 1569 года основания. Здесь 16-метровая высота айвана. Интересно, можно туда зайти? Насколько я понимаю, это действующая медресе. Давайте спрошу. Здравствуйте. А это действующая медресе? Да. А можно зайти туда? Платный. А сколько стоит? 10 тысяч. А можно я зайду на выходе, заплачу вам? Хорошо, спасибо. И смотрите, какой красивый внутренний двор. Вообще просто все зелененько. У меня нет слов. Это то вообще, чем можно ходить и восхищаться. Кельи называются вот эти помещения, где студенты живут и учатся. Вот эти вот места. Не знаю, можно ли будет зайти вовнутрь. Сейчас я посмотрю, может быть, какой-то открыт. Так, давайте я вон туда по лестнице пройдусь. Вау! Ребят, тут можно выйти, оказывается. Вот я зашел здесь, и можно выйти сюда на балкон. Круто!
Вот, собственно, со второго этажа двор. А вот так вот выглядят... Здравствуйте. Вот так, собственно, все кельи, да, выглядят? Угу. Слушайте, в каких-то медресе... смотрите, здесь действующий класс. Такие вот классы на несколько учеников. Ну, как на несколько. Вау! Ребята, посмотрите. Здесь вот учат. Прикольно. Он реально действующий. Прикиньте. Круто. Действующие медресе. Реально классы. Офигеть, в такой школе учиться. Это вообще здорово, да? С ума сойти. Да ладно. Это полноценная школа. Я думал, все игрушки какие-то. Нет. Посмотрите. И всегда босиком нужно в класс заходить, видимо. Здравствуйте. Здравствуйте. Всегда в класс нужно босиком заходить, да? Да, да. А чем вас здесь учат? Что преподают? Это исламский Ага. учеба. Ну, это Коран, мы изучаем Коран. Коран здесь? Да. Коран, хадис и исламская история, Культуру, да? культура, да. всё. Ага. А какие-то предметы, Предмет- ну, типа математика, Нет. такое-то в другой школе? Будет английский язык, русский язык будет. Но только Коран это исламский. Направление? Ага. А вы здесь учитесь, да? Отлично. Ага. А сколько вам лет? 23. А сколько здесь учатся? Это же уже высшее учебное заведение? Второй Год? курс. Второй курс? А на кого учитесь? Ну типа просто исламскую культуру изучаете? Это исламские предметы, все. Ага. А учеба это бесплатная или... Платно это. Платное это, да? А это одно из действующих? Есть еще действующие медресе в Ташкенте? Это для... как сказать? Для... Студентов? Да, студентов, вот как мужик, да? Мужское? Да, мужское, да, мужское. А есть вот для есть еще женская медресе, где только женская. А здесь... И есть как учеба Али-Махат, это высшая медресе. А Есть. здесь только учебные классы, общежития здесь нету, да? Нет. Только учебный класс. А раньше было, да? Да, раньше было. Спасибо вам большое. Вот видите, молодой человек немножко рассказал. Да, здесь только направление исламского. То есть здесь они изучают Коран, культуру, такого вот плана. Все. Класс. Очень красивая медресе, действующая. Отлично. Ребят, хочу пару слов сказать. Сегодня воскресенье, и у меня уникальная возможность была зайти туда и посмотреть медресе внутри, потому что в будние дни, когда идет учеба, в это медресе вас не впустят. Вот если будете здесь, имейте в виду, в воскресенье можно попасть внутрь, в будни нет. Друзья, сейчас я приехал в старую часть города Ташкента посмотреть ансамбль, комплекс Хазрати Имам. Здесь меня встречают два высочайших минарета и, собственно, сама мечеть. Посмотрите, какой здесь внутренний двор. Колонны деревянные с узорами. Веранда. Посмотрите. Красиво. Я, знаете, хочу что отметить, что в отличие от арабских там или еще каких-то мечетей, да, допустим, турецких, в которых я был, в мечетях Узбекистана очень мягкий ковер. Вот по нему прям ходишь, и так комфортно, так мягко, как будто по подушечке идешь. Я сейчас пришел вот из той мечети, где два высоких минарета, здесь большая площадь. Здесь строение какое-то, сейчас зайдем, я так понимаю, что там какие-то сувениры продаются. Да, как я и предполагал, скорее всего, это бывшая медресе. Здесь сразу же сувенирные лавки, туристы. Потому что вот эти кельи, это либо были учебные классы, ну, скорее всего, да, так и есть. Если это двухэтажные были медресе, то на вторых этажах могли располагаться общежития, либо наоборот.
И вот сколько я путешествую по странам и городам, то вот в Узбекистане, мне кажется, самые классные сувениры. Ой, давайте я зайду посмотрю. Здравствуйте. Можно с камерой? Можно, можно. Вы сами, наверное, да, эти тарелочки делаете? Нет? Я уже показывал в других видео. Здесь вот не показывал, как их делают. Это прям на дереве. А что это за дерево? Орех. Орех? Ну, в общем-то, в основной массе используют, да? Орех и двери делают из ореха в мечетях. Я видел. Да, красивые у вас. Сколько стоят такие? Что, которые? Ну, вот такие, допустим, тарелочки. Самые маленькие? Да. 500 тысяч евро. 500 тысяч сумов. Догадались, что это такое? Я думал, гробики для мышек. Вот такие панамы крутяцкие. Тюбетейки, посмотрите, какие разные, прям вообще. $300 тысяч узбекских сумов. А вот это подставки, они несколько форм могут иметь, ну, положений имеется в виду. Вот большие для книг, для Корана, допустим, такие поменьше для телефона удобно, вот они, использовать. Раз. Поставил так, так. Ребят, хотите посмотреть, как мне идет узбекский стиль? Современная кепочка и чапан. Чапан же это, правильно? Похож я на узбека? Вылитый прям. 900 тысяч. Сколько в рублях? 8 тысяч примерно. Давайте поменяю, попробую на тюбетейку какую-нибудь. Слушайте, если бы я жил в Узбекистане, я бы только так ходил. Я не знаю, почему женщины все ходят, ну не все, большинство в национальных, как бы в национальной одежде, а мужчины вообще национальную не носят, да? Очень редко я вижу, чтобы кто-то ходил вот так вот по городу. Хотя это очень красиво, мне кажется. Идут же мне, правда? Да. Мне кажется, вообще прикольно мне. Я сразу на узбека похож. Но не смог я устоять от покупки и купил себе кепку в таком узбекском стиле, но больше она мне напоминает почему-то стиль Гуччи. Как вам, друзья, идет мне такая кепка? Вообще хотел сказать, что я здесь по Ташкенту передвигаюсь исключительно на такси. Это очень удобно и совсем недорого. По городу поездки стоят буквально 100-150 рублей максимум. То есть я от одного места заказываю такси и еду в другую точку. И, собственно, город весь можно посмотреть. Есть метро здесь, можно на метро ездить. Метро, кстати, стоит 1400 сумов, что составляет около 11 рублей. А на такси очень удобно от точки до точки ездить. Водители все абсолютно разговаривают на русском языке. Если что-то спросите, они всегда подскажут, помогут, расскажут. Сейчас, когда кепочку покупал, местные порекомендовали приехать в парк Навруз. Этнопарк называется. Пойдемте посмотрим, что там есть внутри. Мне сказали, что этот парк новый. Колесо обозрения, смотрите, какое большое здесь есть. А меня вот эта вот большая часть интересует, этническая. Я так понял, что это показаны улицы Самарканда, Бухары, может быть, Хивы. Давайте посмотрим, что там, можно ли там это увидеть все действительно. Вот здесь, собственно, видите, указатель Самарканд-стрит. То есть это что-то такое будет похожее. Ну, даже не похожее, наверное, это просто в миниатюре сделано. Ой, а что тут полиция стоит? Смотрите. Здравствуйте. Ага. Очень интересно. Типа можно заходить во всякие такие штуки, дворы, галерея кукол в исторических костюмах.
Здесь, что ли? Интересно, платно? Нет, я что-то даже не понял. Наверное, бесплатно, раз там на входе ничего не взяли. Здравствуйте. Можно к вам? Ага. А эти куколки вы сами делаете? Да. Снимать можно? Для чего вы снимаете? Для Ютуба. Нас Чуть отметите? Ну, я думаю, я название скажу, где-то находится. Это парк Навруз, правильно? Да, есть, у нас есть Инстаграм. А, ну вот, в принципе, все увидят. Мгм. А из чего вы кукол самих делаете? Голова, ручки, ножки, керамика. Туловище на проволочном каркасе мягкое, то есть ручки, ножки сгинаются. Это вот чпан, да, называется? А вот это как накидка называется, которая на голову? Именно это паранджа, ну А. еще сеточка. М, Вот там да. вот в зеленом стоит большая. вот А, зелёная. можно ее скинуть, это, или она приклеена? Ага. А, вот так вот, видите. Раз, все, туда под одежду засунул. Буду стареньким, буду тоже коллекционировать кукол с разных привозить стран. Очень красивое место, мне понравилось. А здесь вот, судя по всему, ой, какая-то одежда здесь, и, наверное, тоже шьют. А вот это, скорее всего, что-то мне бухарское уже напоминает. Слушайте, ну разных много, видите, этих сувенирных лавок. Сейчас я что-нибудь еще интересное посмотрю, что здесь делается своими руками. Мне кажется, это дорогого стоит об этом услышать, это увидеть, чтобы люди это увидели. Слушайте, я иду на стук. Я слышу, что-то где-то стучит. А, здравствуйте. Я говорю, иду на стук, что-то где-то стучит. Это вы занимаетесь. Это все ваши работы? Да. Можно вас отвлечь на секунду? Ну, в плане показать какой-то. Боже мой, какая красота. Вот смотрите, как все это делается, ребят. Слушайте, ребят, вот реально у кого все есть, да, есть богатые люди, у которых абсолютно все есть. И вот можно подарить такую вещь, вот которая точно у него не будет. Вот бывает, знаешь, думаешь, а что вот этому человеку подарить? Вот у него все есть. Вот приезжаешь в Узбекистан, и ты по-любому найдешь то, чего у него еще нет, что можно подарить. Слушайте, ручная работа. Это просто такая красота. Супер. Как называется вот этот музыкальный инструмент? Кашкарский рубак. Не умеете на нем играть? Да, я умею. Не умеете? Я думал, покажете. Нет. Ты кашкарский рубак. Мара. А, вот он. Такой звук красивый, да? Да. В Англию ездил, там англичанам показывал. У меня другой рубак, кашкарский был. Это заказной был. И там папе играл, они приглашали, и пиво пили, и играли, танцевали. И это дальше игра есть у них. Оказывается, иголку кидаешь. Ага, дротик. Да. И чемпионом был. Там, на следующий день с Узбекистана, из Ташкента прибывший человек, в газете мне, в журнале подают. Попробуй. Давайте. Подержите камеру? Камеру подержу. Тырит-тырит. Ну, я, слушайте, никогда в жизни не играл ни на каких инструментах, поэтому у меня так не получится, как у вас красиво. Как на гитаре. Такой звук красивый. Можешь забирать? Спасибо. Здравствуйте. Приятного чаепития. Это у вас шоурум какой-то, да? Женская одежда? Можно зайти? А вы кто? А мы блогеры из России. Проходите. Хотите кофе? Нет, спасибо. Так посмотреть, как... Это вы сами шьете, да? Все? Да, все. У нас
Вообще мы за устойчивую воду. Ага. Вот, все ткани у нас натуральные, ткутся вручную в Маргелане, старым способом, на станках старых узких. И также окрашивание тоже идет натуральными красками. Вот, и многие наши ткани авторские, что нас отличает в целом. И дизайны тоже эксклюзивные. Наш дизайнер училась и жила долгое время в Испании, вела там свою деятельность. Это вот эта девушка, да? А как вас зовут, извините? Меня? Да. Сакина. Сакина? Да. Ага, меня Артур. Спасибо. Вы не снимаете? Снимаю. А можете сказать, какой самый дорогой вот у вас наряд? Платье или там чапан самый дорогой? В стиле паражу тоже. Есть вот, например, вот этот корнер, это паража, это винтаж и старинная паража. Мы ее спустили тоже на продажу. Если, например, не брать эти паражи, то, наверное, самое дорогое это вот этот наш чапан. Он стоит $550. Он двухсторонний. То есть, приобретая одну вещь, ты имеешь два образа, можно так сказать. А давайте вот, посмотрим это, второй. Да, это парча, а тут 100% шелк, это атлас. Это винтажные ткани все. Да. Вот, и тут вот хрусталики, это все ручная работа. Вот. И тут очень интересная завязка. Завязывается пояс изнутри, то есть со спины изнутри. И за счет этого сзади очень красиво смотрится. Вот, ничего не обтягивает. Правда, очень красивый чапан. Да, как это, не чапан, наверное, это как называется? Вообще мы предлагаем его носить как платье, как чапан, то есть и платье, и чапан. Вот. Короче, цена пересилила страх. 20 тысяч сумов, и я пойду на колесо. По-моему, по высоте оно не меньше, чем солнце Москвы. Смотрите, есть за 20 тысяч обычная кабинка со скамейками. Я думал, за 30 это просто VIP-проход. И никого нет, думаю, пойду за 20. А за 30-то тысяч, смотрите, здесь прямо кресло, бизнес-зал. Пойду за 30, могу себе позволить. Я уже вижу, что кабинки оборудованы кондиционером. Это, кстати, очень классно. За скромную доплату в 10 тысяч VIP-кабинка. Что, здесь еще курить можно? С ума сойти. Кайф. Оказывается, так высоко поднимается колесо. Это кошмар просто. Ну, конечно, вид открывается шикарный на весь Ташкент. Все видно с этой высоты. Но лучше на телевизионную башню подняться. Как-то более комфортнее ощущается. И это я еще не на самой высоте. Вот сейчас практически только поднимаюсь. Огромный город, ребят. Конечно, да. Это столица, сразу видно. 3 миллиона человек по официальным данным живет. А если неофициально, то около 5. Слава богу, я уже еду вниз. Кто хочет экстрима, вот приходите сюда, на это колесо. Рядом с колесом обозрения прям вот стоит миниатюрный калян. Это минарет в Бухаре. Там такая площадь красивая. Кто не видел Бухару, переходите, срочно смотрите. А здесь я даже поднимался сюда на крышу. Это тоже в Бухаре находится. А это, собственно, Регистан. Главная площадь Самарканда в миниатюре. Здесь 3 медресе. Помню, что вот это левая медресе Улугбека, а эти не помню, как называются. Обожаю бесплатные развлечения, потому что вход в парк, естественно, не стоит ничего. Только колесо обозрения. Сейчас хочу дойти еще до одного медресе. И вышел вот здесь вот на одной из главных площадей Ташкента. Здесь флагшток стоит. Не самый высокий, конечно, в мире. Не может он похвастаться, как Душанбе в Таджикистане. А здесь, судя по всему, памятник семье узбеков. Муж, жена, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 детей. Что, реально? Здравствуйте. А это медресе не действующее, что ли? Я почему-то почитал информацию, что оно действующее. Нет, здесь не учатся? Не учатся, здесь работают мастера, народные. Вот. Где-то стучит что-то, да? Здесь Устаз Шогурт Мектебе называется. Можно посмотреть, да, кто что делает? Да, можно посмотреть, заходить. Пойдемте-ка глянем. Тут прям мастерские, ребят. Если там это все, продавалось, то здесь, видите, мастерские.
уже частично закрываются, потому что я поздно сюда пришел. Слушайте, давайте-ка я поднимусь на второй этаж, посмотрю, что там, пока не закрылись. Просто иди на стук, и тебя приведет слух в какую-нибудь мастерскую. Вот парни, смотрите, стучат. Здравствуйте. Можно посмотреть, как вы делаете? Сколько у вас времени уходит на такую тарелку, чтобы сделать? Ну, сколько дней или недель вы делаете такую тарелку? Месяц, 2? 9. 9 дней? Да. Дней? А сколько вам лет? 10? 19? Да. 19 лет. Слушайте, и давно вы уже начали это делать? А? Во сколько лет начали это такую, ну, уметь? Это Лаган? Не, во сколько лет вы научились? Научились во сколько лет? Ничего себе, 2 года. А, уже как 2 года, да? Да. В 17 лет получается, да? Ничего себе, А что вы плохо по-русски говорите? В школе не учили русский? Не, узбекский. Да? Потому что я с кем разговариваю, все практически на русском хорошо говорят. Ну ладно, хоть понимаете. И спасибо. Друзья, даю полезную информацию. Узбекистан – это одна из немногих стран, в которой для российского гражданина можно открыть карту виза. Что для этого нужно? По прилету сюда, в отель или в квартиру, вам сразу делают электронную регистрацию, вот прямо моментально, 15 минут, и тебе собственник или сотрудник отеля выдает бумагу, что ты здесь зарегистрирован. Первое – это регистрация. Второе – вам нужно будет получить аналог нашего ИН, здесь он называется Pinful, и сим-карту купить. Сим-карту рекомендую покупать в Билайне, потому что Билайн все-таки и в России есть, и в других странах СНГ, и минимальный тариф здесь можно подключить, чтобы эта карта действовала. Собственно, 3 документа вы получаете. Идете в банк, я в моем случае пошел в Капитал банк и открыл карточку вот этого банка. Виза у меня получается. Виза. И вы уже с российской карты заходите в приложение Капитал банка, вводите данные российской карты, рублевые, да, и сразу же деньги отправляются уже сюда на Капитал банк в виде долларов. Все, пожалуйста, и вы можете уже расплачиваться в любой другой стране, где бы вы ни были. То есть с нашими русскими картами это не прокатит. Поэтому, если есть необходимость, можете приехать сюда, в Узбекистан, и открыть карту. На все про все у меня ушло ровно 2 дня. Можно успеть за 1. Ребят, я забыл вам в выпуске про Анкару рассказать о самых вкусных бургерах, которые когда-либо пробовал. Они называются Ислак бургер. Я сейчас иду мимо здесь по центру Ташкента, и я, посмотрите, увидел Ислак бургер, Турция. Блин, я по-любому сейчас возьму, они такие вкусные, я вам клянусь. Я вкуснее бургеров не пробовал. Здравствуйте. А сколько такой бургер стоит? 15 тысяч. 15 тысяч сумов. Все, я беру, 2 возьму. Вот, ребят. Очень вкусные бургеры. А кто не видел Анкару, переходите, смотрите выпуск, подписывайтесь, ставьте лайки. Друзья, нагулявшись по жаркому Ташкенту, я решил выехать за город и подышать свежим воздухом. Здесь буквально в 60 километрах от Ташкента находится горнолыжный курорт Амирсой. Ну а сейчас летом можно здесь просто покататься на канатной дороге, полюбоваться видами, которые откроются с нее. И температура отличается аж на 10 градусов. Если в Ташкенте сейчас 32 градуса жары, то здесь всего 22. Воздух чистый, классный, свежий, потому что в Ташкенте все-таки чувствуется вот эта вот загазованность небольшая. Тяжело дышать, ходить. Поэтому место крутое. Пойдемте смотреть, что будет сверху. Здесь такие кабинки. Подъем, кстати, на самую верхнюю точку стоит 165 тысяч сумов. Блин, посмотрите, какая красота, такое ущелье красивое, все зеленое вокруг. Подниматься вон туда, на самую верхнюю точку буду.
Я сейчас в рубли-то перевел. Слушайте, поездка-то не дешевая получается. Почти 1500 рублей. Ну, красиво. Две пересадки, вот одна из них до этой точки стоит подъем 80 тысяч, кстати, я забыл об этом сказать. А дальше ты переходишь вот сюда, садишься на следующий подъемник и поднимаешься еще выше. Видно, что курорт развивается, столько гостиниц вот новых строится. То есть, ну вот прям будет тут очень хорошо, не хуже, чем на Роза Хутор, мне кажется. Мама Азия, далекая волшебная страна, Мама Азия, вы посмотрите только на этот вид. Это просто такая красота. Ребят, какой вид, какая красота, какой воздух. Еще раз повторю, потому что это что-то очень вкусное. Кайф. Чем-то мне это напоминает, конечно же, сочинский курорт Роза Хутор. Но здесь не меньше. Всего и кафешки есть. Вау! Вы посмотрите, какая красота, друзья. А ведь я не хотел в свой маршрут ставить эту точку, но реально в Ташкенте очень жарко. Типа, это самое то место, где можно подышать и охладиться. Видите, высота 2290 метров. Все, быстро спускаюсь вниз, потому что здесь реально так холодно, у меня аж сопли потекли. Здесь, кстати, недалеко от вот этого горнолыжного курорта Амирсой находится Чарвакское водохранилище. Можно сказать, Узбекское море, потому что все водохранилища, что в Таджикистане, что в Грузии, все называют морем. Будем думать, что это тоже море, только узбекское. А там вдалеке плотина. Вид, конечно, потрясающий. Вот, кстати, говорят, что воды нет, потому что конец сезона, воды очень мало. Соответственно, весной, когда снега растают, здесь будет воды намного больше. Друзья, в этой прекрасной точке выпуск про Ташкент заканчивается. У меня в планах было ехать дальше. Планировал Кыргызстан, планировал Казахстан, но погода уже портится. Я в новостях читаю, что уже выпал снег где-то, поэтому прекращаю свое путешествие по СНГ и улетаю в более теплую страну. По Узбекистану хочу сказать следующее. Прекрасная страна. Я не рассчитывал на это. То есть, если у меня было такой галочкой Азербайджан, Баку, я думал, что я там восхищаться буду всем, то это не так. Вот это место, Узбекистан, Ташкент, Самарканд, Бухара обязательно к посещению. Недооцененная страна. Я вам отвечаю. Нужно сюда лететь, смотреть, наслаждаться. Это просто дорогого стоит. Поэтому все. Прощаюсь с вами. До встречи в следующей стране. Пока-пока. Пони, привет. Привет. Дай тебя поглажу. Ой, ты какая хорошая. Такая красивая. Как лошадь целая, только маленькая. Прям на пони даже не похож. Ты как лошадь.